Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать всех новичков, подписчиков на своем канале. Я сегодня хочу показать вам новый узорчик. Узорчик располагает, так скажем, к летним вещам. Ниточки у нас будут вот такие вот легенькие. Возможно, это топик, возможно, маечка. На ваше усмотрение вы берете любую пряжу, я буду показывать на этих ниточках. Это получается ниточки, называются Ярнард Виолет в 50 граммах, 282 метра. Получается, это стопроцентный мерсеризированный хлопок. Так, и нам здесь советуют, кому интересен цвет, передается на камеру такой же, как он есть. Цвет 319. И нам здесь советуют брать крючок вот 2,5 миллиметра. Но я вязала данную ниточку крючком 2 миллиметра. Я остановлюсь на 2 миллиметрах. Вот. Угу. Ну что, свяжем? Итак, раппорт узора 12 петелек. Я наберу 3 раппорта, это получается 36 воздушных петелек плюс 1, итого 37 воздушных петелек. Все как всегда. То есть вначале мы делаем петельку фиксации, так, и при наборе петелек мы ее не считаем. Далее набираем 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот, 37 воздушных петелек. Далее я делаю вспомогательный ряд. Так очень легко в дальнейшем вязать новичкам. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Считаем внимательно. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петельку ныряем, делаем накид, нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. И так провязываем все наши петельки, цепочки столбиками с накидом. У меня должно получиться 37 столбиков с накидом. Вы считайте, контролируйте, сколько должно получиться у вас. Понятно? Не сложно, не сложно. Так я делаю многие узорчики. Так что вы уже знаете, для чего данный ряд нам необходим. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Так, вот наша красота, да, наш ряд вспомогательный готов. Далее нам будет намного удобнее шагать по нашим столбикам. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Смотрите, накид. И вот сюда же, в этот же столбик, в самый первый, провязываем еще 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Есть. Далее смотрите внимательно. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3-й столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Точно так же ныряем в следующий столбик и провязываем столбик без накида. Есть. Далее смотрите. Нам необходимо будет сделать с вами 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. При этом пропускаем в столбиках 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й ныряем, провязываем столбик без накида. И у нас сформировалась вот такая вот большая арочка. В следующий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали точно так же столбик без накида. Есть. Далее, смотрите, делаем накид, пропускаем 2 столбика. 1, 2, в 3-й столбик нырнули и провязали веерочек, состоящий из 9 столбиков с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас получился с вами вот такой вот веерочек. Видите? Вот. Получается, в самом начале это была половинка веерочка. Да? Теперь что мы делаем? Точно так же пропускаем опять 2 столбика. 1, 2. В 3-й нырнули, провязали столбик без накида. В следующий точно так же нырнули, провязали столбик без накида. Далее у нас идут по узорчику арочка, да? 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
И пропускаем здесь 3 столбика. Раз, два, три. В 4 нырнули, провязали столбик без накида. И в следующий также нырнули, столбик без накида. И так далее до конца ряда. То есть вы чередуете веерочек, арочка, веерочек, арочка. Дальше будет веерочек, арочка. И потом у меня здесь будет пол веерочка. Здесь я вас встречу в конце ряда. Договорились? Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот мы провязали, получается, наш ряд. Далее. Заканчиваем мы точно так же, как и начинали. Тут у нас пол веерочка, да, и тут пол веерочка. Получается здесь 5 столбиков с накидом. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз, столбик с накидом. И сюда же 2 столбик с накидом. Есть. Далее смотрите внимательно. Теперь мы будем с вами провязывать, работать, так скажем, нашей арочкой. Вот этой арочкой. Помните, у нас здесь было 6 воздушных петелек. Отсчитываем третью. Раз, два, три. Именно в петельку, обязательно в петельку. Ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид, еще раз нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки провязываем вместе. Раз, понятно? То есть 2 столбика с общей верхушкой. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Ныряем. Получается, если мы тут были в третьей воздушной петельке, теперь в следующую петельку, в 4. Точно так же провязываем 2 столбика с общей верхушкой. Раз, стоп. Накид сюда же 2. Провязали, стоп. Теперь 3 петельки вместе провязали. Так. У нас получилась как бы вот такая вот, ну, назовем ее рогаточка, да? Рогаточка. И перепрыгиваем сразу же, получается, к нашему вот этому веерочку, а именно к 5 столбику. Накид. Считаем. Раз, два, три, 4, 5. 5 столбик это получается серединка нашего веерочка. И мы провязываем в эту серединку, да, вот в этот столбик, 5 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и 5. Угу. Вот. Вот такой вот маленький веерочек сформировался. Вот здесь у нас было, получается, пол маленького такого веерочка. Все, дальше повторение. Накид. Шагаем опять в нашу арочку, именно в третью петельку. Считаем. Раз, два, три. Нам нужна третья и четвертая петельки. В третью нырнули. Раз, неполный столбик. 2, неполный столбик. Провязали вместе. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. В четвертую воздушную петельку ныряем и провязываем. Раз, неполный столбик. 2, неполный столбик. И провязываем все петельки вместе. Оп. Еще одна рогаточка. Видите? Рогаточка, веерочек, рогаточка. Дальше у нас будет веерочек. Итак, опять отсчитываем 5 столбик. Раз, два, три, 4, 5. И в 5 столбик провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5. Понятно? Все, и вот так вот провязывайте до конца вашего ряда. То есть веерочек, рогатка, веерочек, дальше рогатка и так далее. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот ряд наш закончился. Здесь получается мы в последний наш столбик провязываем всего лишь 3 столбика, точно так же, как и в самом начале ряда. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И получается по узорчику мы должны здесь сделать 3 воздушные петельки. Сейчас поймете. Раз, два, 3. И смотрите, вот у нас получается наш, да, как бы пол веерочка маленького. Мы вот цепляемся за последний столбик и провязываем столбик без накида. Есть. Далее, точно так же верхушечка следующего столбика провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, накид. И наша с вами задача, мы отсчитываем, получается, третью петельку воздушную. Помните, мы здесь сделали 5 воздушных петелек. Раз, два, 3. В третью ныряем и провязываем веерочек, состоящий из 9 столбиков с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же.
3. Обязательно в петельку, иначе веерочек ваш разбежится. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, получился наш веерочек. Помните, мы в самом начале вот тоже провязывали веерочек, состоящий из 9 столбиков с накидом. То есть мы повторяем первый ряд, просто мы его немножко сместили. Итак, вспоминаем. Вот у нас должно быть 2 столбика без накида, один столбик вот верхушку столбика, столбик без накида, и следующий столбик без накида в следующую верхушку столбика маленького веерочка. Понятно? Вот. Далее делаем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И переключаемся. Вот наш маленький веерочек. Мы первый взяли столбик, да, теперь последний берем. Точно так же столбик без накида. Есть? Угу. И получается вот как бы наша рогаточка, первую ножку рогаточки тоже столбик без накида. Есть. А далее опять отсчитываем третью петельку. Мы, помните, вязали 5 воздушных петелек. Мы должны пропустить 2 петельки. 1, 2, в третью ныряем и провязываем опять наш веерочек. То есть, поняли, да? Мы повторяем самый первый ряд просто с небольшим смещением. Угу. Смотрите. Вот, получается, какая картина. Вот опять наш веерочек и вот такая вот арочка. Видите? Здесь будет веерочек, арочка, веерочек, арочка. Точно так же, как мы провязывали в самом начале. Давайте. До конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наш ряд практически готов. Хочу показать, как мы заканчиваем наше вязание. Получается, после веерочка, да, мы, получается, в ножку рогатки делаем столбик без накида. И далее в следующий, получается, столбик, столбик без накида. И здесь 3 воздушные петельки, так, накид. И вот в последний, помните, у нас 3 петельки подъема, в последнюю верхнюю петельку провязываем столбик с накидом. Все, мы ряд закончили. Далее получается, вспоминайте, да, после ряда с веерочками, да, у нас должен быть ряд с маленькими веерочками, вот с такими вот веерочками и с такими вот рогатками. Так как мы все смещаем, то получается у нас здесь будет пол рогаточки, 3 петельки подъема, поворот. У нас было, получается, в рогатке 5 воздушных петелек, но у нас здесь всего лишь войдет только 2 воздушные петельки. 1, 2. То есть мы по итогу набрали здесь 5 воздушных петелек. Дальше накид. И сюда же в этот же столбик нырнули. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь провязали все петельки вместе. Так, как бы у нас такая вот одна ножка нашей рогатки. И помните, мы переключались в 5-й столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Вот он, 5-й столбик. И мы, получается, здесь будем провязывать маленький веерочек. Вот, маленький веерочек. Итак, накид. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3, столбик с накидом 4, столбик с накидом 5. Поняли, да? Все то же самое, видите? То есть над веерочком будет веерочек. Вот. А здесь получается, где у нас была рогатка, где, вернее, у нас была вот арочка, мы будем делать рогатку. То есть у нас здесь было 6 воздушных петелек. Вспоминайте, мы отсчитываем третью и четвертую, получается, петельку. 1, 2, 3. Давай 3. И провязываем первую ножку рогатки, состоящую из 2 столбиков. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую воздушную петельку вторую ножку рогаточки. Все. Не сложно? Не сложно. Давайте вот так вот вы провяжете до конца ряда самостоятельно. Угу. Чередуете веерочек, рогатка, веерочек, рогатка, веерочек, рогатка. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Здесь я вас встречаю. Так, смотрите. Вот наши маленькие веерочки с рогатками готовы. И далее, смотрите, как мы заканчиваем. Точно так же, как и начинали. Рогаточка. Так. 2 воздушные петельки. И вот также, получается, в третью петельку подъема провязываем обычный столбик с накидом. Все. Ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. А теперь провязываем все точно так же, как мы провязывали в самом первом ряду. То есть наш вертикальный раппорт составляет всего лишь только 2 ряда, видите? А дальше он повторяется, просто немножко смещается. 1, 2. Видите, он 1, 2. Сместился. 1, 2. Дальше опять будет повторяться. 1, 2. Понятно?
Все, то есть вертикальный раппорт сам по себе 2 ряда. Но вы, получается, будете повторять раз, два, три, четыре. Опять раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поняли? Все, несложно. Перематывайте, если что, назад. А для самых, так скажем, пытливых, для самых усердных я прилагаю сюда схемку. Смотрите, вяжите с удовольствием. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая у нас по итогу получается красота. Вот такой нежный ажурчик, да. Несложно совсем. Вяжется, конечно, нужно просто запомнить, да, так скажем, 2 ряда и все. А так все очень даже просто. Веерочек, веерочек, да, рогаточка, веерочек, веерочек, рогаточка. Все очень даже просто. Давайте замерим. В силу того, что ниточка получается тоненькая, крючок тоненький, и наши, получается, я вот набирала, да, получается 37 воздушных петелек, они, конечно, будут меньше в сантиметрах, но тоже интересно. Итак, это получается, ну вот 12,5 сантиметров, так. А тут получается у нас 2 ряда. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рядочков. Ну и получается первоначальный, который набирал 11, да. Ну, интересно же, давайте замерим, сколько будет данным крючком, данной пряжи, данной плотностью вязания. Ну, чуть-чуть не хватило до 10. Угу. Вот такой вот маленький образец получается, да, то есть в перерасчете непосредственно на вашу пряжу, какой вы будете вязать, на ваш крючок, на вашу плотность вязания, тоже будет интересно. Смотрите, вот так вот он тянется, так, и вот так вот он тянется, и получается узорчик у нас будет двусторонним, видите? То есть выбирайте сторону, которая вам больше всего понравится. Что это будет? Я считаю, что это летний. Ну да, ну дырчатая, но все равно. Возможно, будет с какой-либо маечкой снизу, да. Это топчик, маечка. Возможно, это будет туничка пляжная, да, как раз. Вот, пожалуйста. Так что бросайте идеи, что бы вы связали данным узорчиком. А кто, если что-то вязал, уже рассказывайте, что вязали, какой пряжей. Нам тоже будет интересно. Но вот данной пряжей это выглядит вот так вот. Как вам? Пишите комментарии. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе свои плейлисты. Смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.